Привет, друзья! Добро пожаловать на канал Russian Percussion. И несмотря на то, что на улице осень, слякотно и прохладно, на канале Russian Percussion всегда жара, и мы не мерзнем от того, что постоянно движемся в сторону развития и повышения мастерства. И сегодняшним выпуском я хочу начать обзорный цикл по эффектам и мелкой перкуссии. И открывает этот цикл инструмент с названием Vibra-Slap. Очень-очень интересный и востребованный инструмент абсолютно в любой музыке. И латиноамериканской, и европейской, и поп-музыки. В силу своих конструктивных особенностей этот инструмент имеет очень самобытный звук. Инструмент состоит из основания, которое неким образом пружинит, деревянный шарик, который сделан для того, чтобы не травмировать руку. То есть он полированный, такой удобненький. Внизу у нас коробочка. В случае с этим виброслэпом она металлическая. Внутри этой коробочки находятся некие металлические пины, которые от вибрации и издают вот этот замечательный звук. Vibra-Slap – это современное название данного инструмента, а аутентичное его название Quijada del Burro, что в переводе означает «челюсть осла». В данном случае мы имеем Vibra-Slap Latin Percussion с металлической коробочкой, что делает его звук более громким, пробивным и немножечко похожим на советский будильник. Инструмент широко используется как в студиях, так и на концертах. Есть различные варианты его изготовления, то есть он бывает с полностью деревянной коробочкой, он бывает с пластиковой коробочкой, но принцип и конструкция одна и та же. Сейчас я продемонстрирую вам варианты игры на виброслэпе, и мы сравним звук металлического виброслэпа и деревянно-пластикового. Держа виброслэп перед собой, есть такое специальное место для того, чтобы держать его в руке или же крепить его на стойку. Я вам продемонстрирую сейчас, как это делается. Итак, мы держим его и наносим удар. Это может быть синкопа, это может быть четвертая доля, первая доля. Очень-очень вкусно звучит виброслэп, когда он немножечко опережает звук крэша в миксе. Далее есть такая вариация. Звук становится немножечко тише, но значительно дольше звучит виброслэп. Такой звук очень удобно применять в студийной работе. Допустим, где-то там в миксе, снимая его стереопарой микрофонов. То есть и звук будет переходить из одного канала в другой. Вот так это происходит. Мы можем немножечко изменять тон звука. Каким образом? Вот так. Ну и в остальном, собственно, кто на что горазд, можете включить свое творческое воображение и использовать его так, как вам нравится. Если, допустим, вы играете в руках, можно вот так его использовать. Вот так. Вот так. Абсолютно как вам хочется. И теперь, как я обещал, мы рассмотрим другой виброслэп, послушаем его. Он немножечко отличается по звуку от ранее услышанного нами. Все дело в том, что он изготовлен из другого материала. Деревянное основание и пластиковые такие накладочки. А в остальном конструкция абсолютно повторяется. Но звучит он вот таким образом. Немножечко поборзее, помягче, потеплее, но при этом кайфово.
Также мы можем путем поворачивания коробочки менять длительность и громкость звучания. Теперь давайте установим виброслэп на стойку и послушаем, как он будет звучать. Это очень удобно, потому что когда вы играете, то есть вы не можете пожертвовать одной рукой для того, чтобы держать виброслэп и в нужный момент шарахнуть по нему, чтобы он издал свой прикольный вот этот квакающий звук. Вы играете, спокойно себе играете, и в нужный момент вы просто-напросто одну руку отрываете от, допустим, от конги и шарашите по виброслэпу. Абсолютно неважно, какая это рука, правая или левая. Ну, в общем, вот такой вот веселый, замечательный инструмент виброслэп. А на сегодня это все. Спасибо всем, кто был со мной. Заходите на канал, ставьте лайки, не забудьте подписаться, делитесь моим видео и занимайтесь, просто веря в то, что оно того стоит. А оно того стоит, друзья, поверьте мне.